Приветик всем еще раз, приветик. Так, мы с вами уже подходим прям вот совсем к концу, и у нас осталась уже капелечка работы. Это обвязать горловину, обвязать низ нашего свитерочка горизонтального и сшить сам свитер. Ну, влажно-тепловая обработка, кстати, тоже предстоит, но просто мы в эфире этого не будем делать. Вот. Так что сегодня мы будем, общаться по поводу выреза, и я вам расскажу, покажу, как обвязываю свой вырез я. Так как у меня не хватило пряжи, я его просто обвязала крючком, а благодаря тому, что у меня есть вы, мне все равно нужно как-то его обвязать, чтобы вам показать. Поэтому я взяла вот такой моточек, он у меня был еще со времен вязания свитера регланом, и я буду с помощью этого моточка подвязывать горловинку. Может, мне понравится, я не знаю, я оставлю так. Но я вам покажу, как я обвязываю, чтобы вы все наглядно видели. Вообще хотела бордовым цветом обвязать, вот мой свитерок, вот моя горловина. Хотела обвязать бордовым цветом, но что-то как-то я поняла, что вы будете потом возмущаться, ничего не видно будет 100% в видео, поэтому решила выбрать какой-то посветлее цвет. Если у вас есть вопросы по поводу обвязки горловины, вы, пожалуйста, мне пишите. Будем с вами вместе обдумывать, как, в каком случае лучше ее обвязать. Ну, я вам дам какие-то свои советы свои. Так, добрый вечер, Сашенька. О, Натали, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моим деткам Арсению и Савелию. Они со мной всегда вас смотрят. Арсений, приветик тебе из Крыма от меня. И Савелий, тебе тоже приветик. У вас очень хорошая мама, мне она очень нравится. Приветик вам двоим, Арсений и Савелий. Так, привет. Все, поздоровались, хорошо. Ну что ж, давайте я сначала расскажу план нашей работы, что делаем мы. Как можно обвязать горловину, в принципе? Вы можете ее обвязать точно так же, как мы обвязывали горловину в нашем свитере, э, со спущенным плечом. То есть вы просто поднимаете петельки, вставляя спицу в каждую петлю. Вот у вас сейчас петли ложатся горизонтально, а не вертикально. Вот вы вставляете спицу в каждую петельку, то есть прям в серединку петли вставляете спицу и вытягиваете из нового моточка петельку. И таким образом набираете по всей горловине петли. Я показывала это, когда мы вязали платье оверсайз. Я думаю, что кто хочет так сделать, тот посмотрит и поймет. По кругу набрали петли, и по кругу вяжем горловину столько, сколько вам нужно. Вот. А я решила, так как пряжи у меня не хватило, решила обвязать просто крючком. Так, где моя спинка, где вперед? Ничего не понимаю. Вот, решила просто обвязать крючком, чтобы получилась такая дорожка из лицевых петелек. Вот моя дорожка, ее видно хорошо, вот. И на большее у меня не хватило пряжи, вот. Но для того, чтобы вам показать, как еще можно красиво обвязать горловину, я сейчас еще раз эту дорожку с вами свяжу, а потом расскажу, как из этой дорожки сделать красивый именно вырез, обвязку выреза. Добавлю вот эту ниточку и покажу. Я думаю, что так будет даже аккуратнее. Я делала так несколько раз, правда, это было давненько, но все равно вам нужно показывать разные способы, правильно? Мы ж не будем топтаться на одном и том же, поэтому и так покажу. Ой, моему ребенку можешь сказать привет, динозаврик? Конечно, Яна, динозаврик, тебе привет от меня. У тебя тоже мама очень хорошая. Сашенька, спасибо большое, вы бы видели, какие они были довольны. Спасибо вам передают, это так приятно. Ой, спасибо, мальчики. Ну что, давайте начнем работать. Я закончила вперед и спинку, вяжу второй рукав. О, вот это все, это уже финишная прямая 100%. Давайте я сначала распущу то, что я тут навязала, потому что я сейчас с вами это буду заново все делать. А, у меня, видите, тут даже есть несколько концов в вырезе. Вот концы, просто потому что у меня два отрезка ниточек, и я уже тут вывязывала как могла, чтобы у меня хоть на что-то хватило, хоть какой-то был красивый опрятный вид. Поэтому из двух кусочков я вывязывала горловину. Потом придется мне это ниточки эти спрятать. Вот видите, один у меня такой кусочек ниточки и второй кусочек ниточки. Потом буду прятать. Так, готово. Все, теперь будем обвязывать.
Вот такая у меня горловина до обвязки. Видите, она гораздо шире. Из-за того, что у меня кромочные петли широкие, я их специально не сильно стягивала, чтобы у меня красивая полукруглая горловина получилась, чтобы эти мои петельки кромочные у меня не стянули ее, чтобы не сделали хуже. А затем я уже буду ее обрабатывать. Можно ее так оставить, потому что по всей ее длине идут просто кромочные петли. Я не знаю, как вам показать. Вот с лицевой стороны и с изнаночной. То есть можно спокойно оставлять так, но она для меня слишком широкая. Я хочу свитер зимний, поэтому буду обвязывать дальше. Так, спасибо. Тоже привет сказал. Круто. Круто. Мне динозаврик тоже передал привет. Так. Ну, для этого нам нужен крючок. У меня крючка 2, я всегда вам это говорю. Один толстый, один тонкий. Вот я толстым крючком буду сейчас обвязывать, потому что пряжа у меня тоже такая толстенькая. Сейчас я поменяю камеру, и мы будем с вами работать. Приветик. Приветик. Так, вот, готово. Что это у меня тут? Готово. Сейчас я еще эту камеру поставлю. Приветик, девочки, кто здоровается. Так, ну вот, смотрите, что тут у меня происходит. Сейчас я все это дело поверну. Смотрите, что у меня тут происходит. Вот моя горловина. Это у меня край 1 был от спинки или переда, это край 2, 2 ниточки. Так, вот я одну какую-то ниточку выбираю, так как я двигаюсь справа налево. Раз эта ниточка уже передо мной, значит, буду начинать отсюда. Просто чтобы 2 кончика у меня были рядышком, чтобы я их связала и в разные стороны спрятала. Вот все, что осталось у меня от вязания свитерочка. Этими ниточками я буду сейчас и обвязывать горловину. Сначала обвяжу крючком, а потом из петель, которыми я обвязала крючком, буду набирать новые петли и уже вязать дальше резиночку. Вы можете крючком не обвязывать, вы можете сразу вставлять вашу спицу вот в эти петельки, в серединку каждой петельки. Тут петли смотрят вверх, если вы будете вставлять вот так, где петли сбоку, то вы вставляете серединку каждой петельки, то есть петля у вас смотрит вот так, и вы все равно в серединку петли вставляете спицу и набираете петли. Саша, привет, вы крючком тоже вяжете? Я умею вязать крючком, но я не специалист в крючке. Ну, то есть у меня такое чисто потихоньку вяжу, но, кстати, совсем не часто, очень редко, но я точно не того уровня по крючку, чтобы кого-то обучать этому. Так, беру я кончик своей ниточки. И теперь буду обвязывать. Вот у меня кончик от свитерочка. Я вставляю в первую петельку крючок. Вот вставила и вывела новую петлю. Теперь ищу дальше следующую петельку. Вот моя следующая. Я точно так же в центр петли вставляю крючок, вывожу новую петельку и провязываю ее. Тут я провязываю, чтобы у меня край был такой чуть повыше. То есть вы можете не провязывать, вы можете просто вязать цепочкой из воздушных петель. То есть вот так вытащили новую петельку и протянули сквозь старую. Вытащили новую петельку и протянули, ой, это я уже провязываю, и протянули сквозь старую. И так обвязывать всю горловину. Я все-таки хочу чуть повыше, чтобы у меня закрылся мой край, поэтому я буду вывязывать. Это столбик без накидов, правильно? Вот столбиками без накидов буду обвязывать полностью всю горловину. Здесь важно делать одинаковое натяжение нити, но тот, кто вяжет крючком, у того проблем с этим точно не будет. Я крючком вяжу не часто, поэтому я внимательно слежу за тем, чтобы у меня были вот эти мои петельки лицевые, которые я провязываю, ну, как они, крючковые лицевые петельки, чтобы они были одинаковыми. И тоже стараюсь сильно не затягивать, просто чтобы у меня был аккуратненький край, чтобы не было вида, что я конкретно реально все сильно стянула, и такое, знаете, сборка какая-то, присборка будет у выреза. Вот я этого не хочу, поэтому я стараюсь вот так вот, чтобы у меня все ровненько располагалось. Вот смотрите, я вставляю крючок в петельку в центр петли и провязываю столбик без накида. Вставляю в петельку и провязываю. Это столбик без накида, подскажите мне, правильно я же говорю?
Так, Саша, я пойду на Энигму, адекватная цена оказалась, все благодаря тебе. Яна, я очень этому рада, ура! Реально, я очень этому рада. Вот у меня изнаночная, мне важно в центр изнаночной вставить, вставляю. Ты правильно сделала, и я очень рада, что я этому поспособствовала. Зато потом у тебя столько вдохновения будет, ты всю свою пряжу перевяжешь, которая у тебя дома есть. Правильно, да? Спасибо, девочки. Спасибо. Потихоньку и вы меня немножко будете крючку обучать. Ну и, в общем, так я прохожусь по всему кругу. Вот сейчас с вами пройдусь, а потом буду набирать петельки уже спицами. Ну, скорее всего, не спицами, а тоже крючком, но буду набирать для того, чтобы вязать их спицами. Так, смотрите, вот мы перешли на сторону уже, где у нас петли смотрят горизонтально, а не вертикально. Тут я вставляю точно так же в центр петельки крючок. Вот моя петля, я в центр петельки вставляю. И желательно, конечно же, вставлять в самый крайний ряд, и вставляем мы в каждую петлю, чтобы не было пробелов, иначе тоже будет немножко стянуто. Ну вот, что у меня получается. И так можно вязать по кругу. Мне главное, чтобы мне сейчас ниточки этой хватило, потому что все-таки не всегда получается одинаково провязывать. То есть первый раз я, может, потуже вязала, второй, может, послабже, либо наоборот. Второй буду вязать сейчас более туго. Ну, короче, я надеюсь, что ниточки мне хватит. Главное, следим за тем, чтобы мы вставляли крючок в центр петельки. И последней крайней петельки перед кромочной. Вот, провязываем. Видите, у нас ровная дорожка получается из лицевых петель. Так, дальше. Так, что-то я замолчала. Что вы там пишете? О, ты не подкромочную вставляешь, а именно в петлю? Да, именно в петлю. Почему именно в петлю, а не подкромочную? Потому что, видите, кромочные у меня вытянутые. Если я буду подкромочную вставлять, то у меня будут дырочки. Поэтому я вставляю именно в петельку. Точно так же, как мы набирали спицами, когда вязали платье оверсайз. И слежу за тем, если у меня поднимается мой рисунок, то есть если где-то... Так, вот тут я запуталась. Вот, если где-то у меня вырез уже начинает подниматься вверх, то я ищу новую крайнюю петельку и вставляю в новую крайнюю петельку спицу, крючок. Так, ну вот, видите, получается дорожка. Так, вяжем дальше. Может, кому-то это покажется скучноватым, но вы знаете, мне еще приходят сообщения, что я слишком быстро все показываю, и новичку ничего не понятно. Вот я думаю, как раз в этом случае новичок внимательно посмотрит и все поймет. Так, тут я запуталась. В шапках меня, ну, как бы девочки расстроились, что я не показывала прям слишком подробно, как вязать шапки, потому что многие не понимают, как это делать. Так, я параллельно вяжу еще 2 платья оверсайз. У меня все получается после прохождения предыдущего интенсива. И все расчеты. Это такой кайф, все ваши знания я теперь с легкостью применяю. Это балдеж. О, круто! Вот я этого и хотела. Чтобы вы потом самостоятельно могли применять все эти знания на практике, чтобы вы самостоятельно могли вязать потом свои какие-то изделия, которые вы хотите вязать. Так, смотрите, тут мы перешли уже на ту сторону, где петли смотрят вниз, а не вверх. Вот если вам видно, то они смотрят вниз. Теперь точно так же ищем центр петельки и вставляем спицу. Можно вставлять вниз, когда петля смотрит, можно между петлями вставлять. Это уже не имеет значения, главное через одинаковое расстояние. Главное как бы продлевать нашу петельку с помощью крючка. Так, что у меня тут? Ниточка. Ниточку я убираю и вставляю дальше. Наталья, покажите потом мне платьишки, которые вы связали. Очень интересно посмотреть. Так, если у меня ниточки не хватит, это будет очень плохо. Какой номер крючка ты взяла? 4 миллиметра.
Доброй ночи, Саша. Доброй. Спасибо тебе за твои мастер-классы. Я очень многому научилась сегодня в "Ютубе". Ой, приятно. Спасибо вам большое. Так, ну тут я пошла вставлять между петлями. Раз между петлями начала, значит, между и продолжаю. Главное, чтобы, понимаете, да, чтобы было одинаково все выглядело, чтобы через одинаковое расстояние вы вставляли крючок. Если у вас вязание идет просто по прямой. Так, вот, видите, получается вот так. Да, обязательно пришлю потом. Круто. Буду ждать. Саша, кое-кто тебе песни на английском хочет спеть. Скажи ему плиз, что когда встретимся, споет, он думает, ты его слышишь. Ой, дракончик. Мы когда с тобой встретимся, ты обязательно споешь мне все песни. Я тебе напомню. Поэтому я буду даже очень ждать нашей встречи. Ты, наоборот, разучивай новые разные песенки, чтобы потом мне спеть как можно больше красивых разных. Так. Тут теперь, видите, я снова перешла на закругление. У меня тут идет закругление, поэтому я тут слежу, вставляю в каждую петельку и слежу, чтобы я вставляла в самые крайние петли. Так, теперь сюда. Между петлями как вставляла, так и стараюсь вставлять. Так, теперь сюда. И двигаемся вниз. Саша, можно постирать потом? Постирать, а потом обвязывать горловину и низ. Ну, в принципе, можно, но, мне кажется, что вот, например, в моем случае у меня бобинная пряжа. Мне кажется, что нужно сначала связать абсолютно все, а потом стирать, потому что бобинная пряжа, она раскрывается именно после стирки. То есть сам свитерочек раскроется, а вот, горловина будет немножко иначе выглядеть. Но если пряжа для ручного вязания, то в принципе можно, ничего страшного в этом нет. Потом можно отдельно горловину, отпарить. То есть просто утюжком прогладить с паром, либо через мокрую марлечку. Ну, то есть здесь уже нет ничего катастрофически важного. Главное сделать влажно-тепловую обработку всего свитера до сшивания. Ну, я имею в виду именно вперед, спинку, рукава. А остальные уже такие детальки можно и потом. Так, ниточка у меня почти заканчивается. Приветик. Я почти довязала спинку и вперед у свитера. Осталось 5 рядов и буду вязать рукав. Завтра планирую закончить. О, Оля, ну ты метеор. Круто. Я очень этому рада. Так, вставляю дальше вот сюда. Ну все, у меня тут ниточки совсем мало. Придется мне новенький мой кусочек доставать. Я надеюсь, мне его хватит. Завтра буду разрабатывать очередное платье по твоим расчетам. О, классно! Присылайте мне фотографии того, что вы вяжете по моим расчетам. Очень интересно. Ну и вообще у меня профиль создан с вашими работами, но еще я туда работы ваши не добавляла. Очень хочется, чтобы другие девочки смотрели, кто что связал по моим мастер-классам. Это всегда интересно. Мне очень нравится, что вы вяжете разные изделия по одному и тому же мастер-классу, и получаются, ну, реально не похожие друг на друга вещи. Вот это прям круто. Так, Саша, я вяжу рукав второй отдельно, мне его соединять с основной частью после ВТО. Ну да, наверное, хотя, если вы соединяете его, швом петля в петлю, то можно соединить и так, вот мой конец. Можно соединить и сейчас, а влажно-тепловую обработку сделать уже изделие все вместе. То есть смотря какой у вас шов. Если у вас шов, который имитирует, вязание, тогда можно сейчас это все собрать, а потом сделать влажно-тепловую обработку. Вот, если вы будете сшивать иголочкой с ниткой, ну, вот прям сшивать конкретно, да, а не имитировать вязаный шов, ой, вязаный ряд, тогда можно, все таки после влажно-тепловой обработки. Так, вот я уже подхожу к концу. Тут у меня закругление. Я продолжаю вставлять в серединку петель крючок. Вот что у меня, видите, получается, какой краешек. Так, связав платье за 4 дня, хочу еще одно до следующего мастер-класса, надеюсь, успею. Ой, если вы имеете в виду мой мастер-класс в декабре,
Конечно, успеете, если вы за 4 дня связали первое платье. Конечно, 100%. У вас еще целый, ну, не месяц, ну, наверное, полмесяца так точно у вас еще есть. Так, где тут мой конец? Сашенька, можно отстирать сначала, потом сшить, а уже потом резинку низ обвязать. Ну да, это тоже можно, если пряжа у вас для именно ручного вязания, то есть она без обработки, как у меня, можно, да. Так, вот я дошла до конца. Теперь мне тут нужно, смотрите, хватило мне ниточки, теперь мне тут нужно это все дело соединить. Вот у меня одни лицевые петельки, которые я только что связала, вот у меня начало моего ряда, первые мои лицевые петельки. Тут мне нужно найти мою первую. Вот я ее подтянула, моя первая петелька. Я беру эту ниточку, видите, я вывела из последней петельки. Беру эту ниточку, крючок вставляю в 2 дужки своей первой петельки, которую я первую связала, крючком. И вот эту ниточку, которая у меня осталась, я вытягиваю вот так. Через 2 дужки моей первой петельки вытянула. Теперь вставляю крючок в центр последней лицевой петли, в центр снизу вверх, и, ниточку вставляю тоже в центр этой петельки. Готово. То есть я вот так соединила. Здесь мне тоже надо подтянуть, все везде подтянуть. Вот, смотрите, я соединила незаметно, все свои вот эти петельки, которые я вязала крючком. И они плавно перетекают одна в другую, потом я все эти концы спрячу, их не будет видно. Вот, обвязала я крючком свой свитерок, вот у меня что получилось. Вот так это выглядит, то есть полностью лицевые петельки по краю. Хорошо выглядит лицевая сторона изделия, но если дальше вы хотите обвязать, вот изнаночная сторона, если дальше вы хотите обвязать, то советую вам теперь из этих петелек набирать новые для вязания вашей резиночки. Для этого можно взять крючок, можно взять спицу. Я, наверное, крючком это буду делать. Для этого разворачиваем наше вязание, изнаночной стороной к себе. Мы сейчас будем вот так вытягивать петельки, и нам важно, чтобы вот эта вот дорожка из лицевых была на лицевой стороне изделия. Когда будешь вязать мужской свитер, хочу связать любимому человеку в подарок на Новый год, хочу вязать с вами. Можете вязать с нами в декабре свитер с точным рукавом, он для мужчины подойдет. Саш, благодаря тебе у меня ушли все страхи по вязанию, типа я не смогу, боюсь, не получится, ой, как потом решаю. Ой, а как потом? Решаю все в процессе и сложные вещи не боюсь. Благодарю. Яна, классно, мне приятно. Сашенька, я решила себе связать платье градиентом вверх из мохера. Вязали вы что-то подобное? Э, ну, платье вязала градиентом, вязала, из мохера вязала. Смотря какой конкретно вопрос у вас. Добрый вечер, Саша мастерицы. Добрый вечер. Когда идет вязание, звук практически пропадает. Ой, может быть, потому что я смотрю вниз, и у меня лицо наклонено вниз, и я не говорю в динамик. Так, я даже до горловины не дошла, спицами тройкой вяжется медленно. Ой, ну, Гульнара, вяжите, у вас еще есть время. Приветик, приветик. Резинкой обвязать без крючка ведь тоже будет красиво? Да, будет. Я просто сейчас хочу показать как бы еще новый вариант, да, который я вам не показывала, потому что в платье Versace я вам показала один, в свитере с точным рукавом я вам покажу второй способ. Что-то мы еще с вами вязали. Что-то еще вязали, не помню уже что. Что-то я еще вам показывала. А сейчас покажу еще третий вариант. Ну, свитер с точным рукавом у нас будет в декабре. Там я покажу кетельный шов. Не шов даже, а просто кетельную ложную кетлевку. Смотрите, развернула я изнаночной стороной к себе, беру новую ниточку. Ну, у меня она другого цвета, потому что такая уже закончилась. У вас это та же ниточка может быть, то есть тут не принципиально брать другую. И я ищу тоже начало рядочка, чтобы у меня все кончики были рядом. Ну, предположим, вот это моя будет первая петелька. Сейчас я подумаю, правильно ли я все делаю, потому что мне нужно это попробовать сделать. Так, вот мы одну лицевую связали. Дальше я вставляю, захватывая 2 дужки моей петельки, которую я провязала крючком.
Ой, на ютубе ничего не видно. Вот, вставила я крючок в 2 дужки петельки, которую я провязала крючком, и снова вытягиваю ниточку. Это моя вторая петля. Видите, наши вот эти петельки, они остаются с лицевой стороны золотистые, а эти у нас как бы с изнанки, которую мы потом будем провязывать резинкой какой. 1 на 1, 2 на 2, неважно, какая у вас была в работе. Дальше я вставляю в третью петельку, которую я связала крючком, я вставляю крючок сразу в 2 дужки и подхватываю новую петельку. Дальше снова вставляю, снова подхватываю, вставляю и подхватываю, вставляю и подхватываю. И так набираю петельки. Здесь важно брать крючок, который без какой-то прорезиненной ручки, без утолщения. Мы сейчас эти петельки будем переснимать на спицу. Дальше вставляю снова в золотистую петельку, вытягиваю ниточку, вставляю в золотистую, вытягиваю. И таким образом я набираю по всей длине, по всей ширине, да, горловины петельки. Смотрите, что у нас получается. У нас с лицевой стороны получается вот эта дорожка. Здесь у меня, видите, прослеживается другой цвет, но так как вы будете набирать своим цветом, это будет смотреться хорошо, то есть это будет незаметно. С лицевой стороны у нас будет вот такая дорожка из лицевых петель, а дальше пойдет резиночка. Это еще один вид обвязки горловины. Дальше набираю до тех пор, пока мне будет неудобно уже набирать на крючок, тогда я все петельки пересниму на спицу. Так, ну вот уже, пожалуй, неудобно, возьму спицы. Здесь у меня спицы, которыми я вязала свой свитерок. Все-таки на резинку я возьму спицы потоньше, если я их еще сейчас найду у себя. Так, вот это у меня что за спицы? 4,5. Вот, 4,5 мне подойдут. Сейчас я на более узкую леску пересниму. Так, готово. Мне еще девочки просили рассказать, что делать с квадратным вырезом. Квадратный вырез можно точно так же обвязать, но на углах у квадратного выреза нужно сделать некоторые убавки. Давайте я сейчас покажу этот, а потом перейдем к квадратному. Я думаю, что мы успеем. Нам тут немного осталось работы. Я наберу петли, начну вязать, и на этом все, потому что там очень просто. Вы дальше вяжете точно так же, как вы обвязывали низ рукава. Вы продолжаете вязать резинку, например, 1 на 1 у вас. Вяжете резинку. Ой, подождите. Такое количество рядочков, сколько вы вязали резинки в рукаве. Затем вяжете 2 рядочка полой резинки, как в рукаве, и закрываете вот тем же способом, которым я закрывала резинку вчера. Такая будет у вас горловина. Так, у меня спицы 4. Ну 4 это, мне кажется, Оля, 4 это не толстые спицы. То есть все равно молодец, что так быстро вяжешь. Так, дальше я снова беру крючок и точно так же цепляю петельки, которые я набирала крючком лицевые, и набираю ниточкой новые петли. Это, кстати, очень удобно делать крючком, можно делать и спицами. Я спицами это делаю чаще, но я вам спицами уже показывала, как я это делаю. Помните, мы шапочку Бини вязали? Там примерно такая же система. То здесь уже я решила вам показать крючком, потому что были вопросы, а как это сделать крючком? Вы говорите, можно, а как это можно? Вот. Ну вот я стараюсь побыстрее набрать. Так, все, видите, мы какое-то количество на крючок набрали, и теперь точно так же переснимаем это все на спицу. И у нас уже есть хорошие рабочие петельки, которыми мы можем обвязывать горловину. А чё, неплохо сочетается этот цвет с золотистым. Я его, может быть, и оставлю, да, почему бы нет. Саша, как лучше низ платья обвязать? Про низ мы поговорим завтра. Завтра я расскажу, как правильно рассчитать количество петель и как его обвязать. Тоже буду обвязывать вот этим цветом таким, каким-то мятно-бирюзовым. Так, вот я петли свои продолжаю набирать. И переснимаю. Тунисский крючок надо с леской еще, так удобно будет. Ой, Яна, у меня такого нет. У меня вот есть 2 крючка, толстый и тонкий.
тунисского уже нет. Так, пересняла. Хотя нет, без лески, если с конца переснимать. Но тут да, тут с этим тоже очень даже удобно. Так, снова вставляю я в петли, которые я провязала, и набираю новые петельки крючком. Я думаю, что многие знают этот способ обвязки горловины. Я тут ничего нового не рассказываю, но все равно, да, должна же я вам разное показать. Показываю разные способы, кому что. Так, давно начался эфир, я с 20 отслеживала. Залина, 30 минут идет эфир, я немножко опоздала, по-моему, минут на 15. Ну, может, это и не немножко, но 30 минут уже идет эфир. Так, не потерять, главное, мне петли. Так, какой же красивый свитер, фактура шикарная. Спасибо, я очень переживаю, чтобы он после ВТО остался немножко таким же. Так, дальше. Завтра буду делать влажно-тепловую обработку после того, как покажу вам, как обвязать низ. Мне нужно до четверга, чтобы он у меня высох, чтобы в четверг я вам показывала сшивание. Так. Если горловина будет как свитер справа налево, тогда как? Горловина как свитер справа налево. Ну, вы ее либо так оставляете, как она есть, я не понимаю, честно говоря, вопроса, либо делаете то же самое, что делаю я, потому что у меня же горловина тоже как свитер справа налево связана, не сверху вниз. То есть эта система работает и в случае, если свитер у нас горизонтальный, и в случае, если вы вяжете снизу вверх любое изделие. Ну, тут вообще абсолютно все равно. Как связанное изделие, можно так обрабатывать любую горловину. Так, ой, у меня тут уже чуть-чуть осталось, девочки. Скоро я закончу. И нарисую обязательно, что там делать с квадратной горловиной. Мне важно начать вязать, чтобы вы увидели, как это все выглядеть будет. Так, переснимаю. Сшивать после ВТО, я думала, низ обвязывать будем по кругу. Можно и по кругу обвязать, можно и со швом, то есть там не так-то оно и важно. Это вы сами уже решите, как вам лучше. Но, честно говоря, я сторонник того, чтобы все детали всех деталей была сделана влажно-тепловая обработка. Обвязка — это, в принципе, тоже небольшая деталька, да, но тут, я ж говорю, не принципиально. Я, очень жесткий сторонник того, чтобы сначала делать ВТО, а потом сшивать, но я спокойно отношусь к тому, если вы сначала обвяжете, ой, то есть сначала сделаете ВТО, а потом обвяжете горловину и низ изделия уже по кругу после сшивания. Добрый вечер всем. Саша, какая красивая кофточка у тебя получилась. Спасибо большое. Так, набор петель непонятен на горизонтальную горловину. Ну вот так, как делаю я сейчас. Я сейчас это показываю. У меня горловина тоже горизонтальная. Ну вот, видите, тут на лицевой стороне косичка из лицевых петель, а дальше пойдет резиночка. Еще, пожалуйста, спросите насчет горловины горизонтальной, либо напишите в Телеграм. Я, ну, постараюсь объяснить. Я, видимо, просто не понимаю самого вопроса. Так, осталось совсем чуть-чуть. Набираем мы в каждую петельку. Сейчас я буду вязать резинку 1 на 1. И если вдруг у меня получится так, что у меня петель больше на одну, либо меньше, я тогда провяжу 2 вместе или добавлю. Сама решу уже там, что сделать. То есть важно набрать в каждую петельку, чтобы у нас выглядело это красиво. Так, как-то сегодня нас мало очень. Не, нормально, нормально. Так, ну что, вот я набрала. Сейчас вам хочу с лицевой стороны показать. Вот эту ниточку, которая у нас сейчас на лицевой стороне, мы ее вставляем в последнюю петельку. Под низ нашей петли, которую мы набрали крючком. Все, она у нас там прячется снизу.
Дальше здесь нам нужно здесь нам нужно начать наше вязание. Видите, буду вязать я с изнаночной стороны, хотя можно и с лицевой начать, но я буду вязать по кругу, резинка 1 на 1 не важна. Так, и здесь я просто начинаю с изнаночной, предположим, и вяжу лицевую, изнаночную, просто чередуя. Первый рядочек может идти туго, потому что я набирала на крючок, крючок может быть где-то тоньше, и поэтому может казаться, что слишком туго петельки расположены. Это ничего страшного, сейчас вы войдете в ту плотность, которая вам подходит для этой пряжи, и все будет хорошо. То есть тут никакой ошибки быть не может. И вяжу так дальше свою резинку 1 на 1. Я провяжу ее 4 рядочка, 5, 6 провяжу полую резинку и 7 закрою. Так. Что-то у меня тут с эфиром случилось. Сейчас, наверное, я его переключу и продолжу вязать. Так, секундочку, подождите. Вяжем по кругу. Тут все просто. Тут даже могу ничего не объяснять. Лицевыми изнаночными петельками. Когда дойдем до конца, посмотрим, что у нас там совпало, не совпало, четное у нас количество получилось или нет. И там уже будем решать, что делать. Так, сейчас я включу эфир. Первый рядочек туговато. Так, а чё, правда прикольно смотрится этот цвет с цветом кофточки? Сейчас я свяжу себе горловину и захочу ее оставить. И будет у меня цветной свитерок. Почему бы нет, да? Кончики мы потом все спрячем после ВТО. Хотя, можно и до ВТО спрятать, чтобы во время влажной тепловой обработки они у нас хорошенько свалялись. Поэтому можно даже вот на таких особенно опасных местах возле горловины можно даже спрятать их и до ВТО. Ну, на швах, понятное дело, мы пока спрятать не можем, потому что у нас не сшито еще изделие. А вот где-то вот так, где сейчас уже есть концы, можно спокойно прятать до ВТО. Так, сейчас я провяжу до конца. Девочки подсоединяются, отлично. Если я на чей-то вопрос не ответила, вот, ну вот, в предыдущий наш эфир, повторите, пожалуйста. Потому что я видела, там были вопросы, но уже все зависло. Так. Вот, это меня выкинуло, я в себя не могу прийти. А что такое? Как именно? Так, разворачиваю свое я изделие. Вот получается какая горловинка. Вот тут уже видно наш полукруг. Сейчас довяжу до конца, и мы еще раз хорошенько посмотрим, все ли у меня там нормально получилось, все ли красиво. Я ж с вами вяжу как бы в реальном времени, сама не знаю, что получится. Без репетиций, так сказать. Именно этот свитер, именно этой пряжей я вяжу с вами сейчас. Вот, здесь уже хорошо ходят петельки, а в первый рядочек туговато, а уже второй все уже нормальная плотность, уже будет удобно вязать.
Так, что у нас тут? Дошли мы до конца. Все, у нас нормально все получилось. Лицевая, изнаночная. Все, значит, у меня четное количество петель было, все нормально. Ну вот, смотрите, что получается. Сейчас я вам покажу. Вот моя горловина с лицевой стороны. Вот, идет косичка. Идет косичка, косичка, косичка закругленная. И дальше идет наша резиночка. Вот я думаю, что аккуратно выглядит, и можно так обвязывать любые изделия, а не только горизонтальным, которые связаны. Так, я говорила, что про горловину девушка спрашивала, наверное, не снизу вверх вязать как, а вокруг. Ой, вокруг это как? Я тоже не понимаю. Красивое сочетание цветов, спасибо. Саша, очень симпатично, спасибо. Красиво, аккуратно, спасибо. С новым цветом смотрится по-новому. Да я вот что-то смотрю, и мне прям нравится новый цвет. Серьезно. Может быть, я себе так и оставлю этот свитерочек. С таким видом. Так, и что я отдельно вяжу планку шириной 15 сантиметров и длиной обхват горловины. Планку вот так, в смысле по кругу, а потом ее будете пришивать, правильно? То есть вяжется косичка вот так по кругу в эту сторону, а потом отдельно, да, пришивается к горловине, правильно? Да, так тоже можно. Ну вот, и дальше вы вяжете свою резиночку, вяжете, 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 и получается у вас красивая горловинка. Я сейчас постараюсь ее с вами связать, но я хочу еще нарисовать вам, что делать, если у вас горловина квадратная. Давайте нарисую я, объясню. Вот, предположим, ваш свитерок. У вас квадратная горловина. Вот так я нарисую. И здесь вам нужно сделать какую-то обвязку. Вы тоже хотите резинку. Вам нужно тогда здесь, в этих местах, в ваших уголочках, взять 2 центральные петельки, если резинка 2 на 2, либо одну центральную петельку, если резинка у вас 1 на 1, и делать убавки вот здесь и здесь. Делать убавки 2 вместе в каждом втором ряду. Тогда точно так же, как я вам рассказывала, как вязать V-образную горловину. Вот в этом свитере тоже, кстати, ее можно вязать, и тоже так можно обвязывать. То есть вы обязательно тут и тут с краешку делаете здесь 2 вместе, здесь 2 вместе, и тогда у вас получится вот такая резинка. Как раз это все будет очень хорошо смотреться, потому что вы, ну, создаете уголок небольшой. Вот так она будет у вас выглядеть. Вот, смотрите, вот так. О, спасибо, Сонь. Санёк опять принес чаек. Так. Очень красиво, с таким цветом, пишет, спасибо. Потом фото свитера в инстаграме выложите. Да, я и на себе выложу. V-образный вырез нельзя связать при горизонтальном вязании. Можно, я показывала, как его вязать в эфире про вырез, да, где мы делали расчеты для выреза. Ну вот, если кому непонятно, как вот эти убавочки вязать, то есть вы понимаете, да, это та же самая V-образная горловина, которую мы вязали с вами при платье оверсайз. Вот если непонятно, посмотрите еще мое видео в плейлисте платье оверсайз, мы там вязали V-образную горловину. Посмотрите, я там четко показываю, как это делать. Тогда у вас будет четкий квадратный вырез, потому что если вы будете обвязывать его так же по кругу, как я здесь обвязываю, у вас получится, он будет топорщиться. И четко такой маленький, более маленький квадратик у вас не получится. И то же самое мы делаем с V-образной горловиной. То есть мы обвязываем ее точно так же, как при платье оверсайз. И точно так же ручку. Планшет вон наверху. И точно так же вы обвязываете ее и в горизонтальном свитере. Сейчас, вот здесь он где-то. Нет, вот он. Держи. Так. Росток нужно делать для детского платья. Да, для любого платья делайте росток на любой возраст.
Как же он за тобой ухаживает и любит. Спасибо. Ну, чай, да, святое. Принести чаек во время эфира. Ну, давайте я продолжу вязание, что ли. Мне интересно, что получится. Я, может, оставлю даже эту горловину, но давайте я поменяю камеру, чтобы вы меня видели, а потом покажу, что получилось. Потому что тут просто легко вяжьте по кругу и никаких секретов. Сейчас я камеру поменяю и еще довяжу. Хочется очень посмотреть, действительно. Тем более девочки присоединяются и присоединяются. Так, вот я. Вот моя горловина. Сейчас я продолжу вязать. Продолжаем мы вязать точно так же с изнаночной стороны по кругу. В нашей вязке 1 на 1 либо 2 на 2 резинки. Ой, у меня телефон уехал. Неважно абсолютно, как вы вяжете с изнаночной стороны или с лицевой стороны. Важно, чтобы у вас все было везде красиво с двух сторон. Поэтому тут можно и с изнанки вязать. Интересно, с вами вместе хочу посмотреть, что получится. Ну, у нас есть еще 15 минуточек, может, я как раз за это время успею довязать. Если у вас есть вопросы по поводу горловины, пишите как раз, чтобы я, ну, зря не сидела, не сидела просто так зря. Девочки присоединяются новенькие. Завтра мы с вами разберем набор петель на обвязку снизу. И я покажу, как тоже обвязывать, как петельки набрать, как обвязать. Кстати, вы сами самостоятельно можете понять, что можно набирать просто из кромочных петель, потому что там прямая полосочка. Либо можете вот точно таким же способом сначала обвязать, а потом дальше сверху набирать крючочком петельки и уже вязать ту самую резинку. То же самое снизу мы вяжем как воротничок. Мы вяжем сначала резинки рядочка 4, как на рукаве. Вот у меня 4 ряда резинки, затем 2 ряда полой резинки. Снизу на свитерочке мы вяжем точно так же. А затем закрываем нашим итальянским способом иглой, который я показывала вам вчера. Как закрывать горловину? Надо так же, как и манжет рукава. Да-да-да, все то же самое, все то же самое. Только что я это сказала, я думаю, что вы услышали. Привет, Виктория. Что такое росток? Росток — это когда спинка выше переда. Это термин из свитера регланом. То есть, когда мы свитер регланом вяжем, у нас там обязательно росток вяжется. Росток вяжется по кругу укороченными рядами. Можете тоже у меня видео посмотреть, как его вязать. Здесь, в принципе, в таких свитерочках, не регланах связанных, это просто вырез на спинке, вырез спереди. И всем известно, что вырез спереди должен быть глубже, чем на спинке. Вот как раз-таки эта разница между вырезом спереди и вырезом на спинке называется ростком. Мне, кстати, как-то сделали замечание на ютубе, что я говорю все время спереди, а не впереди. Типа спереди это колхозники так говорят только. Я продолжаю говорить спереди, ну, имея в виду вперед нашего изделия. Впереди как-то... Хотя, может, переучусь говорить впереди. Я в курсе этого всего. Саша, если спицами, а не крючком набрать на горло, как в платье, можно? Да-да-да, я же говорила в самом начале, вы можете использовать любой способ обвязки, тут вообще не важно как. Ну, я имею в виду, что не то, что не важно, вы сами выбираете, какой способ вам больше подойдет. Вот это важно. Важно понимать, что здесь нет 100% правильного варианта. Просто есть много разных, и вы выбираете свой. Так хорошо под эфир с вами вязать. Осталась половина переда и второй рукав. Это вообще кусочек маленький. Я думаю, что вы точно справитесь. И вообще, девочки, те, которые в интенсиве участвуют, вы понимаете, что у вас еще много времени до понедельника. Вы должны успеть, и я очень жду ваши свитерочки. Уже потихоньку стала выкладывать в нашем закрытом профиле Instagram свитерочки наших девочек, кто уже связал. И я хочу, чтобы вы тоже присоединялись к этим нашим девочкам, кто уже связал. И свой свитерок я тоже должна довязать, потому что мне нужно его взять с собой в поездку. Так, вот я немножко провязала. Вот так выглядит резиночка с краю. Про вырез лодочку еще спрашивали, кстати. Хороший вопрос.
Как обвязывать лодочку? Вот если она прям такая совсем прямая-прямая, вы ее можете не обвязывать вообще, потому что вы там закрываете по прямой петли. То есть даже не закрываете, вы просто начинаете вязать туда-назад, и здесь у вас аккуратные кромочные. То есть, в принципе, такая лодочка не обвязывается. Если у вас лодочка немножко закругленная, обвязываете либо точно так же, как я, либо если вы... Что мне с голосом? Либо если вы переживаете, что у вас лодочка будет лежать так, а обвязка будет как бы стоять не очень красиво, тогда вам точно так же с двух сторон, с этой и с этой стороны, нужно сделать вот такие убавки. То есть нужно вязать, выбрать 2 центральные петельки, если вы вяжете 2 на 2, либо одну петельку центральную, если вы вяжете резинкой 1 на 1, и с двух сторон от этой петельки делать убавки вот по этой части, и тогда он у вас хорошо ляжет на горло. Будет красиво смотреться. Саша скачала Телеграм, но тебя там нет. Как мне туда тебе написать? Ну, я там есть. Александра Краснобаева, правда, я не знаю, там же по номеру телефона нужно правильно меня найти. Что, Сань? Ссылку на меня? Напишите мне в директ, разберемся. Я вам скину ссылку. Санек говорит, что можно ссылку скинуть. Я у него спрошу и скину вам ссылку. Вообще, в принципе, я не знаю, участвуете вы в интенсиве или нет, я за общение вот не в интенсиве, я люблю в директе, в Инстаграме, потому что я туда захожу, я понимаю, кто мне написал. Там есть аватарка, и я примерно по нику, по аватарке понимаю, кто этот человек. В Телеграме же мы общаемся только с девочками из интенсива, и если мне туда будут писать еще другие люди, то я боюсь, что я запутаюсь и не буду понимать, кто участвует, кто не участвует. Поэтому, если у вас есть желание что-то мне написать, то пишите лучше в директ. Мне там будет удобнее, и я так смогу четко разграничить интенсив от просто девочек, с которыми мы общаемся. Я за всегда любое общение, поэтому можете мне спокойно абсолютно писать. Нету тут ничего страшного. Знаете, мне как многие пишут, бывает такое очень часто. Задают какой-то вопрос, я отвечаю, а мне в ответ пишут: ой, я не ожидала, что вы ответите. Я всегда удивлена, неужели вот девочки-вязальщицы, которые в интернете есть, неужели они прям совсем-совсем не отвечают? Почему так многие удивляются, что я отвечаю? Ну, как-то я не знаю, мне прям это очень удивляет всегда. И я думаю, ну как же не ответить? Ну, человек же написал, значит, он ждет ответа. Буду вязать с вами в декабре. Вот, хорошо. Когда будете вязать в декабре, тогда как раз я вас туда добавлю, и мы там будем с вами обсуждать вопросы нашего свитера с точным рукавом. Так, сколько я рядов-то связала? Раз, два, три, 4-й ряд. Ой, я что, все уже? Раз, два, три, 4. Я, получается, уже связала. Теперь мне нужно вязать ряд с полой резинкой. 2 ряда. Как это делается? Точно так же, как я вам рассказывала. Лицевую мы просто провязываем, изнаночную мы снимаем так, чтобы у нас, как бы вам это показать, изнаночную снимаем так, чтобы у нас рабочая нить была перед петлей. Вот мы изнаночную снимаем, нить перед петлей. Дальше лицевую снова провязываем, изнаночную снимаем. И так я вяжу 2 рядочка. А потом я буду закрывать иголочкой, так как я закрывала свитерочек, рукавчик на этом свитерочке. За счет того, что ниточка более тонкая и спицы более тонкие, у меня получается немножко ниже по длине. Может, мне еще рядок провязать? Давайте, наверное, еще рядок провяжу, чтобы у меня была по длине такая же резиночка, как и на рукаве. А потом 2 ряда полой резинки провяжу. Я тоже удивляюсь, что ты отвечаешь. Ну что, скажите вот честно, реально девочки-вязальщицы редко отвечают на сообщения? Почему так происходит, что многие удивляются, что я отвечаю? Честно скажу, меня иногда расстраивают сообщения. Саш, скинь, пожалуйста, схему такого-то узора. Или Саш, скинь видео на там вязание шапочки Бини. Вот это меня, честно говоря, немножко расстраивает, потому что человек
освобождает себе свое время, да, ему неохота искать, и причем ни здрасте, ни до свидания. Ему неохота искать, вот, но при этом он совершенно не уважает мое личное время и меня, в принципе. То есть я могу потратить свое время, поискать у себя на YouTube-канале видео про шапочку Бини, а этот человек не может, значит, поискать. И меня это, конечно, расстраивает. Я все равно отвечаю на такие сообщения. Я знаю вязальщиц, которые говорят, что отвечаю на сообщения только вежливых людей. Я стараюсь все равно и на такие отвечать, но если это повторяется второй раз, если человек начинает дальше садиться на шею и писать мне: "Ой, Сашуль, там вот, то-то, то-то скинь", тогда я как-то все таки стараюсь деликатно отказать, потому что, ну, не могу я, знаете, тратить время на людей, которые, хотят освободить свое время с помощью моего. Я сама в шоке сегодня была. А, что я ответила? Ничего себе, удивительно. Есть некоторые распиаренные вязальщицы с короной на голове, это правда. Вы не такая, чувствуется, что вы с душой вяжете, это очень подкупает. Спасибо, Екатерина. Хорошо, что я не знаю таких вязальщиц. И хорошо, что я, в принципе, не слежу за вязальным миром, потому что, мне кажется, я бы сильно многому расстраивалась, из-за многого бы расстраивалась, потому что ну, как-то я близко к сердцу некоторые вещи принимаю, хотя все равно на очень многие вещи я стала реагировать хладнокровно. Мне это очень в жизни помогает, очень. Сообщения пишут только интернет-работа, реклама просто достала. Мне как-то редко пишут, ну, только продвижение какое-то в "Инстаграм", но это можно сразу блокировать. Многие совсем не отвечают. Я у одной спросила, сколько грамм ушло на снуд, так мне так ответили, что консультации не дает, покупайте у нее мастер-класс. Да, мне одна девочка рассказывала, что она кому-то написала и просто вопрос какой-то задала, и девочка ей ответила, моя консультация стоит 3000 рублей. То есть там, чтобы ответить на элементарный вопрос, она просит 3000. Честно, я не верю, что кто-то платит, просто, видимо, такая фраза — это отмазка от тех, чтоб вообще, в принципе, никогда ничего не спрашивали. Ой, я несколько раз спрашивала про узор, но спрашивала, как называется, чтобы найти, мне всегда отвечали. О, хорошо, вот это радует, реально. Вы еще в эфире, думала, уже закончился, пока дочь умыла. Мы 56 минут в эфире, в принципе, у нас еще 4 минуты нашего времени. Я хочу довязать горловину, посмотреть, что получилось, показать вам. Да, часто продают мастер-классы, лучше прийти к нашей Саше и вязать с ней. Спасибо, девочки. Так, все, связала. Сейчас, подождите. Саня! Сань! Не слышит. Ладно. Сань! Нет, ты не с мамой разговариваешь? Спроси про посылку, не пришла ли она прям домой. Все, я извините за то, что я отвлеклась. Так, муж сидит рядом, слушает, спросил, можешь ли ты анекдот рассказать? Ой, я не умею рассказывать анекдоты. Не умею, серьезно, я даже не могу ни один вспомнить. Мне почему-то не получается это делать. Как хорошо, что вы есть. Первый раз с таким столкнулась. Я тоже всем отвечаю, а потом меня удаляют. Жесть! Ой, ужас какой. Ужас вообще. Вы меня прям аж удивили. Вязальщицы в основном вяжут одно и то же, и это неинтересно, надо разное вязать или... Ой, не поняла. Ну, одно и то же вяжут то, что популярно, то, что все покупают. И самое интересное, знаете, что все тихонечко сидят и никому ничего не рассказывают, как это вязать, однако пытаются как-то где-то узнать цену, узнать, какая пряжа, узнать там размеры какие-то под видом покупателей. Мы с Сашей всегда так смеемся, когда они пытаются изобразить из себя покупателя, но я четко вижу, что вязальщица. Знаешь, так, знаете, так совсем беспалевно заходишь к ним на страницу ВКонтакте, а у них там все про вязание, все группы с вязанием. Вяжу на заказ, написано в статусе, а спрашивает у нас там цену и размеры какие-то, пряжу, какой состав, то есть, ну, делает вид, что она хочет купить. Нам абсолютно
не жалко, мы всегда рассказываем вязальщицам, не вязальщицам, абсолютно всем. Ну, просто зачем так, ну, как бы, делать вид, что она хочет купить? Ну, просто можно же спросить совершенно спокойно, без таких. Так, вот смех, ага, проудаляют, капец. Мгм. Это правда. Меня прям это удивило, серьезно. Так, сейчас я начала уже вязать второй ряд полой резинки по кругу, но нам тут нужно немножко поменять это все дело. Теперь, так как мы вяжем по кругу, а не туда-назад, теперь нам нужно провязывать изнаночную петельку, а лицевую снимать нить за петлей. Я думаю, что вы это сейчас все услышите, потому что я не хочу менять камеру, чтобы показывать. Где там мое начало ряда? Или я уже так много провязала? Вот мое начало ряда. Не, у меня все в порядке, вяжу дальше. Когда вы вяжете второй ряд полой резинки, пожалуйста, меня услышьте. Вы вяжете изнаночную, провязываете, лицевую снимаете, нить за лицевой петлей остается. Тогда вы меняете местами эти петли, одну провязываете, вторую снимаете. Когда вяжете второй ряд, вы должны вторую провязывать, первую снимать, но лицевую мы снимаем нить за петлей, чтобы она у нас с лицевой стороны выглядела как изнаночная. Вот это важно, потому что тут обвязка горловины по кругу. Так, Сашуль, пряжа не пылится на полках открытых. Ну, я ее протираю влажной тряпочкой. И полочки, и пряжу протираю. Смахиваю пыль, но вроде нет. Она у меня тут уже 1,5 года. Ого, 1,5 года лежит. Вот. Ничего себе. Но она немножко у меня все-таки меняется. Я потихоньку вытаскиваю отсюда. Некоторые полочки меняются. Но на самом деле большинство как лежало, так и лежит. Потому что я что-то переживаю. Не хочу я ее использовать. Что я потом буду ложить на эти полочки? Поэтому пусть она радует глаз, пусть так лежит. Если что, я еще успею ее использовать. То есть моя такая более-менее рабочая пряжа, она у меня с другой стороны лежит, которой я пользуюсь часто. Саша, привет, приветик. Как ты хранишь остатки пряжи, этикетки сохраняешь? Так, вот, начался у нас второй рядок. Сейчас отвечу. Теперь я лицевую снимаю нить за петлей. Вот, сняла я лицевую нить за петлей, а изнаночную провязываю. И как я храню пряжу? Пряжу я храню в коробочках закрытых, ну, остатки. Они у меня в другой комнате, их у меня там много, целая стопочка больших коробочек от Почты России, они хорошо так закрываются плотно. Я их вывернула на изнаночную сторону, чтобы они не были просто серенькие, чтобы не вот эти синие яркие, и складываю там пряжу в них. Этикетки я сохраняю одну этикетку от пряжи, ну, новой, например, которую я еще не знаю. Ту пряжу, которую я вязала уже 100 000 раз, я все этикетки повыкидывала. У меня их было очень много, прям очень много. У меня была такая коробка, которую я не могла поднять. Ну, она потому что была реально очень тяжелая. У нас есть печка, и мы в печке это все стопили. Как потом узнать, какая пряжа в клубочке? Ну, это я знаю. То есть то, что вяжу я прекрасно помню, как она называется. Плюс у меня от пряжи такой, которой я вяжу редко, этикеточки есть, сохраняются. Ну, так как вязала это я, то я прекрасно помню ниточки и состав, и где я вообще это купила, чтобы купить второй раз. Пряжа лежит по составам или по фирмам? По составам. Просто разные цвета. То есть состав один, а расцветки разные. Ну, большинство так. Ну и плюс, да, у меня есть одна полочка, где у меня лежит только хлопок, там уже разные фирмы и разные производители. Ну, не фирмы, как называется, разные названия пряжи, да, и разные производители. У меня всего 2 полки пряжи, смотрю на них и хочется все извязать. Вот, да-да-да, у меня тоже такое чувство.
но но все таки у меня есть отдельная полочка, и там лежит та пряжа, из которой я вяжу. Так, что то я тут, по-моему, в последних петельках неправильно вяжу. Разговариваю с вами и отвлекаюсь. Да, неправильно. Сегодня любовалась вашими видами и прогулками в сторис. Так здорово, спокойно и красиво. Спасибо. Мы гуляли с Дэвисом моим, нашим. Но он больше мой, потому что у меня была инициатива взять его. Я очень хотела взять бездомного песика домой, но Саша не сопротивлялся. Вот, поэтому это больше, наверное, мой пес, чем Сашин, хотя он считает Сашу хозяином, и он его очень хорошо слушается, а меня слушается очень редко. Наверное, меня вообще вряд ли, в принципе, какие-то собаки будут слушаться. Вот, но зато я с ним очень люблю гулять, хоть он и непослушный, но приходится за ним иногда побегать. И вот так мы иногда выходим с ним просто за двор погулять, чтобы он побегал по полю. Да, очень жарко у нас сейчас, прям очень-очень, и это очень радует. Осень классная, муха летает. Вот, доказательство того, что у нас очень жарко. Из какой пряжи любите вязать? Из разной люблю, у меня нет каких-то супер любимчиков, и у меня нет такого правила, что если ты вяжешь там из какой-то не очень хорошей, то ты лошара. Такого я точно не говорю, у каждого свои вкусы. Я единственное, что против, многие это знают, да, против пряжи, где большое содержание акрила, либо какого-то другого искусственного материала. То есть мне желательно, чтобы состав был более-менее натуральный. Тогда эта пряжа мне подойдет. Не знаю, не могу сказать, что у меня есть любимая. Есть просто та, из которой я чаще вязала, есть та, из которой я вязала реже. Это даже связано не с тем, что я люблю или не люблю эту пряжу, а с тем, что заказчицы хотели. То есть многие заказчицы, честно скажу, выбирают подешевле, потому что, ну, не могут себе позволить отдать за свитерок там около 20 тысяч. Предположим, да, если пряжа хорошая. Так, вот где я аж напутала, нашла. Теперь вяжу дальше. Так, я одну этикетку всегда оставляю, и с обратной стороны, опять не то вяжу, и с обратной стороны записываю, что из нее вязала, плотность свою и ее недостатки или достоинства, и тогда легче вспомнить. О, это очень хорошее качество, я считаю, и очень правильно вы делаете. Просто у меня не было еще никогда случая, чтобы я не вспомнила, что за пряжа. Я думаю, что когда такой случай будет, тогда я уже, наверное, буду тоже так прям конкретно записывать, как вы на этикетке, что понравилось, что нет. Мне отделка осталась, рукав пришить и все. Яна, я очень жду твое платье. Свитер даже не так жду, ты знаешь. Ну, свитер тоже, конечно, хочется посмотреть, очень интересно. В Самаре 0, сыро и грязь. Ну, вам еще повезло, потому что я знаю много городов, где уже снег, давным-давно причем. У нас сегодня на градуснике было плюс 30, но это было на солнце. Ну, реально на солнце было плюс 30, не меньше. Наверное, в тени было градусов плюс 20. Читала, девочка писала, что в Крыму плюс 21. Вот, только что я сказала, да, что плюс 20 было. Да-да-да, у нас минус 24. Вот это, конечно, да. Но уже зима почти пришла, да, тут никуда не денешься. В Ростове сегодня плюс 17, а на завтра плюс 1. У нас немножко похожа погода с вами, потому что мы немножко близко. А завтра плюс 1, на ночь уже минус. В этом году осень красивая. Да, согласна, у нас тоже красивая осень. Ну, плюс 1, ладно, пусть еще не так страшно. Главное, чтобы снега раннего не было. Потому что в прошлом году у нас что-то вообще зима очень была снежная, и мы прям как-то испугались этого. У нас не было никогда такого. Так, час 08 мы с вами общаемся. Ну, немножко я вас задержала. Сейчас я закрою еще горловину и покажу, что получилось. Я уже второй рядок связала полой резинки. Так, вот, смотрите, вот так выглядит моя резинка. Сейчас я постараюсь закрыть, вот сколько ниточки оставлять.
Я не знаю, чтобы ее хватило. Закрывать я буду так же, как вчера, ничего нового, иглой. Будем сейчас это делать вместе. Ну, я буду следить за тем, что вы пишете, и закрывать постепенно. И покажу, что у меня получилось. Так. В Туле ливень 3-й день, хотя уже сугробы должны быть. О, то есть наоборот тепло, да, получается? Интересная погода. Если уже должны быть сугробы. Так, ну что, вы там еще не спите, вы дождетесь, я покажу вам горловину. Вот мне сейчас девочка в директ пишет. Я, конечно, переживаю. Мне выскакивают все время уведомления, она не может попасть в эфир, и она мне тогда писала, что как попасть, как попасть. И сейчас она ждала эфир, и мне начала в директ писать, идет эфир или не идет. Ну вот он идет сейчас. Как ей объяснить, как ей сказать, как сюда попасть? И сейчас я смотрю, она пишет, я опять пропустила эфир. Как девочкам объяснить, я не знаю. Хочется же, чтобы все смотрели, кто хочет, правильно? Как же мне нравится сочетание цветов. Вот иногда думаешь, и ничего не думается. А когда так спонтанно, то просто бомба получается. Мне тоже пока нравится, вы знаете, я, наверное, так и оставлю. Все-таки лучше с горловиной свитерок, чем без. Главное, чтобы мне по длине она подошла. Я еще ее измерю, если что, потом придется довязать немножко. Так, в Туле и в декабре который год льют дожди. Ага, ну у нас тоже декабрь больше осенний месяц, чем зимний. Так, Чукотку, Хабаровск и Приморье снегом завалило. Да, на Урале тоже вон снег, у нас там родственники. Мама созванивается каждый день, они рассказывают, что они уже сугробы конкретно из двора лопатами выгребают. 2 года назад, 21 декабря, божья коровка на улице встретилась. Ого! Бедная, как же она потом? На вырез лодочка тоже можно резинку довязать? Да, можно. Только желательно ее или с убавками делать по краям здесь. Я рассказывала это только что, если вы пропустили, потом посмотрите повтор. Или без убавок просто вязать, она тогда будет немножко стоечкой. Так, у нас в Питере зимой и летом дожди одним цветом. А, зимой и летом дожди одним цветом. Я не была, но очень много слышала о том, сколько много дождей в Питере, поэтому не удивляюсь. Так, вот, получается у меня край. Так. У меня на старом планшете прямой эфир не показывает, а сохраненный воспроизводит. Он вроде 2014 года. Интересно. У нас в прошлом году в декабре было до минус 55, за городом до минус 67. Это вы не в том ли городе живете, как-то на Н называется, где постоянно очень жуткий мороз? Вот в прошлом году, помню, все рассказывали, какой там был жуткий мороз. Саша, я тебе желаю бесконечного изобилия. Ого, Яна, спасибо. Всех благ, любви внутри бесконечной и пребывания в моменте сейчас. Благодарю за все, желаю тебе взамен все, что тебе необходимо. Яна, спасибо большое. Мне много всего надо, необходимо мне много всего. Спасибо тебе большое. Я думаю, что я с твоей помощью, если можно так сказать, много чего достигну. Буду иметь много чего. Ты, кстати, о некоторых вещах догадываешься. Мы с тобой это обсуждали. Мамочки, это где минус 55? Напишите. Тоже ж интересно. А, Сургут. Ну, Сургут это да, я знаю. Не была там, не подумайте, что для меня это какой-то супер родной город, но слышала, конечно же, много раз. Что там так холодно. Так. Пытаюсь как можно быстрее, чтобы показать вам, но тут совсем чуть-чуть осталось. Потерпите немножко.
и покажу уже конечный результат нашей горловинки. Так и оставлю с этим цветом, почему бы нет, да? Буду ходить в таком свитерочке. Обнимаю. Яна, спасибо. Я тебе, кстати, тоже в ответ желаю очень много всего хорошего. То, что мы с тобой обсуждали, я тебе этого желаю. Пряжа еще такая, знаете, похожа на вату. И она очень быстро портится. Вот когда много раз ниточкой туда-сюда ты по ней елозишь, что она истончается. И я переживаю, чтобы она у меня не стерлась и не порвалась, пока я дошью вырез. Так, цвет супер, спасибо. Как-то так, я честно скажу, перед эфиром увидела у меня вот тут моточки. Вот видно у вас на ютубе, не видно? Если на ютубе показать, тоже не видно. Сейчас хочу показать. Вот эти моточки. Вот они, вот тут эти моточки. Посмотрела на них и думаю, по толщине вроде подходят. Надо вязать из этой. И по цвету. Мне важно было, чтобы цвет был светленький, чтобы я вам могла показать. Вот видите, как в итоге получилось. Все очень удачно. Вот так у меня выглядит сейчас горловина. Я волосы убрала назад, потому что очень часто бывает, что они норовят попасть в вязание. И вам тоже советую поступать так же, особенно если вяжете на заказ. Так. Получается. Шью дальше. Вы уже, наверное, устали от меня. Напишите что-нибудь еще интересненькое мне. Я еще тут... Ой, блин, мне еще много сшивать, девочки. Наверное, я еще буду сшивать и сшивать. Вчера так быстро рукавчик вам показала. Мне кажется, что вырез я тоже быстро покажу. Как ты волосы отрастила? Они у меня сами выросли. Я ничего для этого не делала. Знаете, бывают в каждом человеке какие-то особенности, наверное, да, которые вот сами по себе у него от рождения есть. Вот у меня в этом, наверное, особенность, что у меня волосы фу-фу-фу хорошие. Не устали, не устали. Ой, спасибо, девочки. Я немножко быстрее начала шевелить руками, чтобы успеть. Так, тоже распускаются. Тоже распускаю, ошиблась в узоре. Ой, я тоже ошибалась вот в этом своем золотистом узоре. Тоже пришлось распускать, но это было один раз. Это уже даже ближе к концу было. И потом я очень внимательно следила, чтобы я все правильно связала. Во втором рукаве я ошиблась, и мне пришлось, ну, вот так где-то распустить. Так, у нас на Урале снега нет. Завтра дождь обещают +1. У меня тетя живет в Тавде, город Тавда. Вот там она снег выносила из двора и говорит, еще лежит. Идет дождь постоянно, но снег еще не растаял. Урал же большой, правильно? Так, вот такая горловинка, показываю я вам потихоньку. Я вяжу вместе с вами, кайфушки. Приятно. Мне тоже с вами хорошо. Кстати, сегодня я брошечку эту, как ее, тюльпанчик доделывала. Я же обещала вам включить прямой эфир, когда буду делать брошечку, но это было уже совсем перед этим прямым эфиром, и я поняла, что я, наверное, 3 часа подряд не смогу болтать, тяжеловато все-таки. Поэтому в одиночестве ее без вас довышивала, но потом как-нибудь, когда я буду вышивать чисто днем, включу эфир, может быть, вам будет интересно посмотреть, как я брошками занимаюсь. Так что еще, может быть, все будет. Так, и я вяжу.
Вы волосы никогда не красили? Нет, никогда. Вообще ни разу никакую прядочку, ничего. Я вообще в этом не разбираюсь и даже понятия не имею, как это все происходит. Так, у нас +20 сегодня было, грибов полно. А где это, интересно, +20? Как ухаживаешь за волосами? Девочки, мою, шампунем, ну, не сказать, что самым обычным, но самым обычным на самом деле. То есть не самым дешевым, но самым обычным. Периодически меняю я шампунь, потому что у меня волосы потом привыкают и чувствую, что они портятся. И все. Ну, естественно, бальзам-ополаскиватель тоже у меня есть, или как он называется, ну, вы понимаете. Он реально очень круто мне помогает. Волосы хорошо расчесываются. Ну, а так больше ничего особенного. Маски, если, ну, делаю я, если мне кажется, что у меня что-то с волосами не так. А так, как-то пока вот в последние, наверное, года пол у меня все идеально с волосами, поэтому я стараюсь сильно их не мучить какими-то средствами для ухода. Плюс я не пользуюсь феном вообще, у меня его дома нет, в принципе, то есть я им не могу никак пользоваться. Они у меня не пересушиваются благодаря этому. И также не пользуюсь какими-нибудь там утюжками, плойками, бигудями, да, магистр филологии, бигудями не пользуюсь. И поэтому, наверное, они тоже себя хорошо чувствуют. Не бигуди, а волосы. Волосы хорошо себя чувствуют. Ну, конечно, да, бывает, но я на праздники только могу там что-то себе накрутить, и то в последнее время уже как-то этим не занимаюсь. Мне больше нравится какую-то прическу красивую сделать. Опять-таки, чтобы сильно там средствами для укладки не пользоваться. И я сижу, распускаю, поспешила вязать до того, как ты проверила. А, да? И были какие-то ошибочки. Сегодня, кстати, вот почему-то какой-то день был странный. Сегодня проверяла домашние задания и очень у многих находила ошибки. Как-то так, я не знаю, почему так произошло. Обычно я проверяю, прям так радуюсь, что у вас все круто, правильно. А сегодня проверяла, и много было ошибок у девочек. Какие-то, знаете, даже не ошибки, они туда посмотрели, не то написали, не то с тем сложили. И какие-то такие совершенно глупые неточности. Так, я вяжу платье оверсайз. О, класс! Саша, второй рукав довязываю с вами. Сейчас резинку начну, останется обвязка горла и низа. О, все, значит, вы точно успеваете. Ну, это правда. У нас сегодня вторник, еще сколько, много дней впереди, до понедельника включительно. У меня волосы по всему дому, как их сохранить, не знаю. Я не советчик в этом плане, что делать с волосами, если они плохие, потому что у меня не было такой проблемы в принципе. У меня как-то всегда с детства волосы и ногти в хорошем состоянии. Ну, вот, возможно, другие какие-то части тела не в очень хорошем состоянии. То есть, понимаете, у каждого человека есть что-то от природы хорошее и от природы непонятно почему плохое. Вот я много рассказывала раз вам, что, например, у меня зубы все постоянно сыпятся. Странно, да? Волосы хорошие, зубы сыпятся. Я все пропустила, о блокнотике уже говорили, о блокнотике не говорили. Я его завтра получу. Саша мне его пообещал завтра забрать с почты. Напишу пост вам про блокнотик. Не пропустили вы еще. Конец у нас еще сейчас впереди. Ой, 15 минут осталось эфира. Мне нужно поторапливаться, чтобы успеть вам показать вырез. Мне брошки интересно посмотреть. У нас есть отдельный профиль, можете там смотреть. Я все время отмечаю, если выкладываю у себя в личном профиле брошки, все время отмечаю те профили, где отдельно можно посмотреть сами брошки. Ну, если тюльпанчик, который я не довышивала, вот он. Мне тут его еще капельку осталось дошить. И он будет вот такой. Саша, ты так невинна по сравнению со мной в плане крашения волос. Это да, Яна, это да. Я какая-то такая в этом плане
М, консервативная, что ли. За естественную красоту, как говорится. А, Краснодарский край, +20. Ну вот, у нас с вами похожа погода, поэтому я верю, что +20, да. Я сама на себе это ощутила. Мне тоже очень интересно брошки посмотреть, и тоже хочу брошки увидеть. Ого, девочки! Значит, нужно проводить эфир по бисеру, правильно? Показывать, как я вышиваю. Привет, привет, Аня. Рада тебя видеть. Ох, у меня жирные волосы, приходится мыть каждые 1-2 дня. Ну, я тоже через день мою. Через день. Так, тоже не пользуюсь феном. О, молодец, Яна. Ой, и я платье вяжу. Приветик, приветик. Все правильно, просто ты порекомендовала горловину немного поменять убавки. А, поняла. Решила прислушаться и переделать. Поняла, да, поняла теперь. У каждого своя изюминка. Да-да-да, вы правы. Приветик. Что за блокнотик? У нас есть в интенсиве спонсор, который дарит девочкам блокнотик. Проектную тетрадь для вязальщиц, чтобы там записывать все свои расчеты, какую-то информацию по вязанию, по пряже. Кстати, очень интересный дизайн, именно поэтому я согласилась, чтобы у нас оказался такой спонсор в интенсиве, чтобы его девочкам порекомендовать. И вот завтра я получу свой блокнотик и расскажу, как что мне понравилось, какие в этом блокнотике есть плюсы. Блин, не поняла принцип вязания по клеточкам. Вижу, что тебе удобно, но принцип не понимаю, как делать и пользоваться. У меня очень много видео по расчетам на эту тему. Посмотрите побольше моих видео, может быть, вы поймете, потому что, ну, там ничего сложного нет. Начните, может быть, прям с начальных видео, где я рассказываю про этот способ, чтобы... Там, наверное, я более подробно рассказываю, не знаю, чтобы вникнуть конкретно. И у меня волосы плохие, зубы плохие, чем муж думал, когда меня звал. Да ну, мне кажется, мужу это не так важно. Он видит в вас самые ваши хорошие качества. Брошки — это что-то невероятная красота. Спасибо большое. Очень красивая брошь, спасибо. Мне тоже брошки интересны. Ой, девочки, хорошо. Значит, когда-нибудь, не знаю, когда будет эфир. Но это будет днем, потому что брошками я в основном занимаюсь днем, а если это уже послеэфирное время, то у меня потом нет сил еще вам брошки показывать и рассказывать. Ну, в основном я днем и после эфира занимаюсь ими. Так, ух ты, класс, буду ждать твой пост. Хорошо, хорошо, я напишу. Тоже сама уже жду этот блокнотик. Интересно посмотреть, никогда не пользовалась. Так, мне очень удобно вязать по клеточкам и по расчетам. О, круто. Привет из Латвии, приветик Латвии, привет вам из Крыма. Так. Клеточки — это вообще супер-пупер система, очень удобно. Спасибо, приятно так. Ну что, я успею, думаете? Мне тут чуть-чуть осталось, 10 минут до конца эфира. Ниточку я, как всегда, очень длинную выбрала, но главное, чтобы мне ее хватило. Талантливый человек, талантлив во всем. Сашенька — яркий пример. Спасибо. Мне кажется, девочки, вы тут сидите, кто вяжет. Очень много тех, кто не только вяжет, занимается другими видами рукоделия. Мне кажется, вы точно такие же, как я. Поэтому тут это всем, я думаю, адресовано. Латвия, ты мне нужна как раз. Я прижимаю вашей пряжи. Так, ну еще совсем чуть-чуть. Санек, давай, спеши. Чтобы вам показать наш вырез, что получилось. Ну, в принципе, уже и так видно, но хочется закончить вместе с вами. Мерить пока не буду, потому что швов нет, и выглядит свитер как попало. Я его мерила, и он такой, знаете, просто какая-то накидка, которая на шею надевается, и все, и больше ничего. Уже и померяю тогда, когда будет
сшит. И когда после влажной тепловой обработки он будет, потому что вытянется как раз хорошенько, пряжа раскроется и будет красиво. Так, кажется, я успеваю, девочки. Мне тут осталось чуть-чуть, так что нас раньше времени не отключат. Такая пряжа ворсистая, иногда непонятно, то ли это ворсинка, то ли это волосок попал. Ворсинок очень много. Так, чуть-чуть осталось. Yes, yes, yes. Я снова молодец, как я обычно говорю. 2 петельки, девочки. А если сейчас получится что-то ужасное, представьте. О боже, я про это не подумала. Если сейчас получится что-то не очень красивое. Я сделаю вид, что так и надо, да? Так, ну вот, все. Вот, закончила я. Ниточку отрежу. Так, и мы увидим свитерок на тебе. Сейчас нет. Сейчас он до влажной тепловой обработки, он некрасиво выглядит. А после, да, конечно, покажу. Так, где у нас тут? Вот. Так, подождите, дайте мне разобраться. Да, это рукавчик. Вот, что у нас получилось. Ай, как тут его? Вот. Вот, что у нас получилось. Санёк, это мой последний. Ладно, бери. Вот что у нас получилось. Нет, подождите, это спинка. Это спинка. Вот вперед. Вот что у нас получилось. Да, вот вперед. Оно ровненько. Вот что у нас получилось. Вот такая горловина. Видите, тут идет косичка, которую мы набирали крючком. А затем я связала резиночку и закрыла как раз петли эластичным швом. Ну вот сейчас, я думаю, оно будет нормально. Как раз какой-то он кривой, да? Как раз будет нормально, думаю. И на спинке вот так. Вроде нормально сочетается, да? Интересное сочетание. Какой классный, шикарно, супер сочетание цветов. Спасибо, девочки, очень красиво. Класс. Сочетание цветов и правда классное. Так было задумано дизайнером, да-да-да. Саша, я год назад вступила в вязальный Истомир, думала, что знаю про вязание процентов 60, но спустя время оцениваю себя на 30, все мы чему-то учимся. Я точно так же считаю, что я знаю совсем немножко. Так что вы тут не одна. Сашуля умничка, красота. Надо оставлять. Мне тоже кажется, что надо оставлять. Давайте я померю, что получилось. Ой-ой-ой, как мне тут это все разровнять. Вроде вот так получилось. Тут нитки торчат, но это я спрячу. Вроде вот так. Ну, вот такой ширины я хотела. Правда, все равно она какая-то узенькая еще. Наверное, еще надо было подвязать, потому что на рукаве она побольше. Но все равно зато цвет другой. Как мне его выровнять, чтобы он лег нормально? Все равно как-то криво лежит. Ну, в общем, вот так. Вы поняли. Вы поняли, каков результат. Хорошо сочетается, спасибо. Как красиво, здорово, спасибо. Ой, все, девочки пишут красиво-красиво. Ну все, давайте я попрощаюсь, потому что эфир уже тоже стал подвисать. Все, вы все увидели, все в порядке, я довольна, все. Пока, прощаюсь. Хочется его немножко подровнять, чтобы вы видели, как... Ну вот, вот так примерно. Вроде нормально.